Привет, это Технозон. Сегодня мы с вами будем опять играть в Android TV игры с геймпадом. И сегодня у нас такая мини-подборочка. Сколько игр увидите далее в обзоре. Ссылки на все игры, где их скачать, будут лежать в описании под видео. Ведь не всегда и не все игры можно найти в Play Market, да и платные они зачастую, хорошие игры, по крайней мере. А те игры, которые мы покажем, действительно можно скачать в общедоступных источниках, установить и спокойненько провести досуг, например, с ребенком на выходных, либо самому по вечерам, расслабившись перед телеком, просто-напросто поиграть. И откуда же взялась эта сборка? Да просто очень часто люди спрашивают, во что же поиграть на этом самом геймпаде. И цель этого видео не делать обзор игр, а просто показать вам 7 игр, которые мы для вас скачали. Процесс установки игр будет описан в конце этого видео, так что смотрим до конца. Прошу строго не судить, я их просто запущу и покажу, что они работают. У меня нет цели проходить эти игры на ваших глазах. Играть мы будем на Hades VM3, использовать мы будем геймпад GameSear G4S. Обзор тоже, ссылочка вернее на этот самый обзор лежит в описании под видео. Также ссылочки лежат в описании под видео на приставки, на которых мы играли и рекомендуем играть, которые мы обозревали. Кстати, действительно неплохие приставочки. Но также под видео есть кнопка подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие самые интересные видосы и розыгрыши. Да, розыгрыши. Информация вы уже знаете где, в описании под видео. Ну а сейчас мы просто-напросто берем и стартуем без лишних слов. Мы уже на нашей приставке. Игры установлены. Не так давно показывали, как играть в эмуляторы с геймпадом. А здесь мы с вами поиграем. Сколько у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 игр для Android TV бокса. Начнем мы с Машинариума. Кстати, игрушечка платная в этом самом Play Market, а мы ее даем вам абсолютно бесплатно. Вернее, даже не мы просто ее нашли. Где? Правильно, в Google. Геймпад наш уже включился. Мы нажимаем, чтобы начать на самом геймпаде, и наша игра начинается. Кстати, игруха вообще обалденная. Это у нас такой себе квест. Вы играли когда-нибудь в квесты? Управляется все абсолютно с помощью геймпада. У вас появляется вот такой вот указатель в виде пальца металлического. И все это вот с помощью этих стиков самых работает. Совместима она с абсолютно всеми геймпадами. В частности, GameSear G4S я рекомендую. Вообще она работает и с IPEGA 9089. Это если вы хотите совсем бюджетный вариант. Это квест, где вы должны делать какие-то задания. Очень красочная игруха, очень мне нравится, поэтому мы ее рекомендуем. Я вам показываю, что она работает. Вот мы нашли какую-то с вами штуку. Давайте тут еще, что это у нас за тельце вообще? Мы его скинули, теперь мы голову должны ему прикрутить. Что еще мы должны? Теперь мы можем взаимодействовать лишь с теми объектами, персонажами, которые находятся в пределах досягаемости робота. Давайте крысу схватим. В любой момент можно нажать на голову. Что мы там, нажав на голову, мы вырастаем. Что мы можем достать? Съели игрушку. Ты можешь собрать предметы, чтобы воспользоваться ими позже в твой инвентарь. Короче, ребят, эта игра для советую играть их с ребенком. У меня ребенку зашло, мы на домашнем шильде играли с ней. Вообще, просто у меня дочка. И мы с дочкой очень любим такого рода игры, где необходимо еще что-нибудь подумать, поделать. Так, в пределах досягаемости у нас есть крыса. А нам нужны ручки и ножки. Где у нас ручки и ножки в пределах досягаемости? Так, надо крысе дать вот этот самый интересную игрушку. Давайте отдадим ее крысе. И крыса нам, наверное, даст ножки. Да, ножку она нам дала. Нам нужна еще ручка. На каждом уровне есть еще подсказки. Это путеводитель, он запрограммирован таким образом, чтобы показывать лишь страницу с помощью текущего уровня. Короче, очень интересная и крутая игруха. Нам осталось с вами найти еще ему ручку. Мы проводочек украли. Но ручку я предлагаю вам искать уже с вашим ребенком, либо сами, если очень сильно хотите, можете поиграть самостоятельно. Но игра действительно достойная. Мы ее выключаем. Мы ее выгрузим из памяти. Мы играем, кстати, на приставке 2х16, чтобы вы понимали, что 2х16 тоже вполне достаточно для всех этих игр. Давайте. Следующее у нас Ridge Racer Slipstream. Мне его, вот, видите, modded by pedallife.ru. То есть это все вообще моды, зачастую с бесконечными деньгами и бесконечными покупками. Для некоторых из них вам придется использовать совместно и геймпад, и мышь, но в данном случае здесь работает конкретно все на геймпаде. Давайте выйдем назад и поехали. Карьера, испытания новичков. Давайте в карьеру пойдем.
Что за игру сегодня Технозон вам предложит еще? Кстати, очень классная игра с очень классной графикой. Обычно все смотрят в сторону там Асфальта 8, Rail Racing 3, но даже не подозревают, что есть еще более интересные гонки с очень конкретно крутой графикой, с очень конкретно крутыми эффектами, с дрифтом. Главное, это гоночка с дрифтом и красивыми пейзажами. То есть убить время на выходных, да и вообще поиграть. Воу, где-то, вот, все, нашел, как дрифтовать. Потому что машина изначально кажется, что она топорно поворачивается вслед за рулем, но нет. У нас есть кнопка тормоза, с помощью которой вы можете входить вот так вот круто в повороты и уже здесь дрифтовать. Вообще считаю, что это одна из лучших гонок для Android TV платформы под геймпад. Честно вам скажу, да, Асфальт это крутая серия, но эта гонка не оставила меня равнодушным. Еще плюс меня, конечно, прельщает не такая легкая эта гонка, как, допустим, тот же Асфальт 8. Там я обычно прихожу первый, а здесь вот мы видим, что я четвертый из 4. Ну, как бы такой, знаете, гоночный даун. Поэтому есть над чем работать, и это действительно, я выбыл. Вообще меня выкинули к чертовой матери из этого дела. Здесь есть как карьера, так есть аркадный режим. Есть у нас турниры, есть сетевая гонка, но сетевая, само собой, здесь работать не будет, потому что это модифицированная версия, и как бы здесь... Упс. Следующая больше у нас рассчитана на детскую аудиторию, называется она Rocket Racer. И она очень похожа на те игры, которые мы играли на консолях. Она конкретно тоже заточена на геймпад. Просто-напросто выбираем игрока, выбираем трассу и стартуем, не будем затягивать. Мы видим, что у нас показало, какие кнопки отвечают за это самое управление. И мы видим, что это геймпад NVIDIA Shield. Но мы используем GameSear, в принципе невелика разница, все будет абсолютно работать. Поэтому мы с вами стартуем. Шикарная игра для детей. У меня дочка тоже зависает, когда холодно на улице, когда идти некуда и гулять, откровенно говоря, негде, да и съездить некуда. То это, честно говоря, спасение, чтобы ребенок не скучал дома. Игра... Воу, какое ускорение получил. Игра достаточно хороший платформер. Такие гоночки, мне очень нравятся. Они очень красочные, поэтому для ребенка мы с вами определились, достаточно хорошая игрушка. Спокойно используем, спокойно... Хай-джамп есть. У нас есть такая вот штука. Короче, игра именно для ребенка. Чтобы вы понимали, у меня нет цели обозревать эти все игры. У меня есть цель показать, что они работают и скачаны по ссылкам, которые я вам дал. Поэтому вы спокойненько их оттуда закачиваете, устанавливаете. Я вам сейчас обязательно покажу, как их устанавливать. Это тоже обязательно. Следующее. Dungeon Quest. Тут чего у нас? Это мне очень нравится такой тип игр. Тоже показано, какие у нас кнопки задействованы, как можно лечиться, как можно заходить в инвентарь. Но это тоже такая вот себе игруха. Квест, аркадная игра. Я не знаю, как ее назвать, но это такой микс, как я считаю. Вид сверху. Да, враг близко. Вид сверху я что-то не взял. Это тоже, в принципе, кстати, то, что на английском языке игры, зачастую это не так уж и плохо, как многие думают. Моя дочь очень хорошо начала понимать английский язык, она его учит, и это очень хорошая практика. Потому что игры зачастую затягивают ребенка, и это положительный момент игр, который я вижу. Вот, кстати, инвентарь есть. Ой, какой-то посох мы взяли. Не знаю, что... Ага, им можно... Так, все, мы тут экипировали его. Зачастую и в играх можно найти и хороший момент того, что, например, мой ребенок, он видит какие-то слова, он говорит: окей, Google, и начинает переводить эти слова. И получает, конечно же, какой-то положительный эффект в плане даже изучения английского, потому что ей интересно, что там за сюжет и что с этим сюжетом делать. Вот какие-то у нас животные. Короче, игруха тоже прикольная, тоже закачиваем. У нас низкая мана. Все. Так, теперь нам надо нажать L1 для того, чтобы восстановить эту ману. Ну, давайте нажмем L1. Полностью совместимо с геймпадом GameSear. Графичка достаточно симпатичная, и мне такой тип игр очень нравится. Так. Бежим дальше. Не знаю, побегаю еще, посмотрю, что у нас здесь есть. Какой-то золотой сундук. Слушайте, сокровищ сколько. Здесь даже уровни повышаются. Посмотрим, что у нас там за уровни дают. Здесь можно еще и развивать уровни силы. Не знаю, что мы там с вами выберем.
Смотрите, сколько у меня всего в инвентаре. Но мне такое нравится. Мне это нравится, оно работает. Пробуем чего, как он называется? Made in St. Louis. Ух ты, елки. Баттерскотч. Что это? Ну давайте уже быстрее. Что за игра-то, а? Квадропус. Блин, название такое же. Кстати, эта игра в таком же стиле, как и предыдущая игра. Это такой себе трехмерный платформер. Давайте зайдем с вами. Нажмем сразу play. Здесь, кстати, микс этой самой мышки и микс геймпада. Поэтому без мыши здесь играть не получится. Благо геймпад G4S поддерживает и режим мыши. То есть у вас вот такой вот тоже трехмерный платформер какой-то. Вы постоянно куда-то бежите, где-то появляетесь, такой у себя осьминожек, который воюет со всеми. Короче, истреблять это тоже такой убиватель времени, но тоже с положительным эффектом на английском языке. Провести время вместе с ребенком можете. И, в принципе, повеселиться. Можете поиграть, я не знаю, да можете играть во все, что хотите. Какие-то суперспособности, я постоянно падаю, я честно вам скажу, я не столь суть великий игрок. Моя цель была именно найти вам сборочку игр для геймпадов, о которых меня очень часто спрашивают. И это игры одни из этих. Поэтому игра работает, мы проверили, все четко, все красиво, и никаких вопросов у меня к ней нет. Выходим тоже закачиваем, используем. А вот какая игра мне нравится, это Stranger. Вот, Stranger это вообще игра, мне вот по графике и по своей, она, кстати, модифицирована PDA Life, и она тоже полностью совместима с геймпадом. Назовемся странником, нам, честно говоря, все равно как называться, начинаем игру. Продолжить. Путь охотника. Ну, кстати, для Стрэнджера необходима более такая производительная приставка. На совсем слабых играх у вас не получится. Вернее, на совсем слабых приставках не получится поиграть, потому что графика здесь немножечко такая более консольная. Симпатичненькое. Симпатичненькое начало. Такое. Вообще, о чем это, я пока не понимаю. То есть, здесь какие-то монстры, которых собирает не совсем приглядный такой себе вот этот вот охотник, который кого-то сейчас заманивает. Посмотрим. Кстати, игра с достаточно неплохой сюжетной линией, и мы ее тоже рекомендуем всем, кто любит поиграть с геймпадом на смарт-ТВ-боксах. Такое достаточно мрачноватое вступление, тут, но симпатичное. Ну давайте уже до геймплея дойдем. Какие-то тут, я не знаю, кто это такие. Это приманка. Ребята, это приманка, не ведитесь, я вам серьезно говорю. Слушайте, а как это пропустить? Это можно вообще пропустить? Не знаю. Так, пропустить ролик. Я нажал на старт, выбрал пропустить ролик. А вот и сам геймплей. Вот наш странник. В принципе, слушайте, графичка-то очень даже хороша. И пошли бродить. Я честно вам скажу, игра вообще с шикарной графикой. Так, X говорит, что без другими существами. Это целый мир, как по мне. С кем-то поговорил, развернемся. Абсолютно полная совместимость. Слушайте, если вам интересно, что за игра, я вам советую самим скачать эту игру и перейти и поиграть, и выяснить, что же это за игра и что это за главный герой. Вообще игра очень похожа на консольный вариант исполнения, близка вообще к консолям по графике, по самому исполнению, по играбельности, по взаимодействию с геймпадом, но мне очень нравится. Слушайте, выхожу, вы помните нашу цель, не обозревать игры, а именно посмотреть, какие игры есть. Ну и последняя игра это Never Alone, это игра с очень крутой графикой, вообще она разработана была под Nvidia Shield, но дело в том, что она играет нормально на процессорах, не на всех процессорах, на iMlogic более старших версий она спокойно играет, вы видите заставку Nvidia, это эксклюзив был в свое время для Nvidia Shield, но почему-то работает на других приставках, не знаю почему. И это одна из самых интереснейших игр, я вам серьезно говорю, это вот про народы севера, и здесь плюс еще и составляющая историческая, ну и плюс сама по себе аркадная составляющая этой игры, она не дает скучать ни вам, ни вашему ребенку. Я вижу, что там какие-то здесь истории, мы их пропускаем. Давайте, поехали. И вот здесь графика действительно очень крутая. Давайте, побежали. За нами гонится медведь на самом начале. Но дело в том, что мы тоже не будем далеко заходить, потому что, дабы вы не потеряли интерес, давай перепрыгивай, дабы вы не потеряли интерес к игре, я вам все сейчас покажу, как я прошел игру, и вы скажете, ну нафиг нам ее качать и устанавливать. Игра действительно с очень крутой графикой. Вы можете это видеть на экране.
с достаточно неплохим геймплеем. Кто-то там бежит на заднем плане, какая-то то ли лисичка, но нам нужно удрать от медвежонка, я так понял. Хотя медвежонок такой явно не в самом лучшем настроении. Побежали, я упал. И мне все, мне пришли копыти. Но опять бежать. Слушайте, там лисичка на заднем плане. Кто это лисичка вообще? Куда мы бежим? Это вот извечный смысл жизни, такой глубокий. Но я думаю, вам эта игра действительно понравится. Давай, перепрыгивай. Еще прыжок. Ну, давай, медведь, уже проваливайся. Я смотрю, под ним валится снег. Мы упали, я думаю, что он его сейчас съест. Вот честно вам скажу, вот это меня пугает. И тут злостная лисичка, кто это? Это писец, лисичка, я не знаю, кто это. Играть в режиме совместной игры. Оба-на. Игра на два геймпада, не скажу. Потому что у меня сейчас второго геймпада нет. И мы давайте пока нажмем в режиме одиночной игры. Но вы можете, в принципе, скачать. Так, теперь лисичка удирает от медвежонка. Ребят, выхожу, игра действительно прикольная. Но как установить эти самые игры, мы с вами сейчас должны выяснить. Именно сам по себе момент установки, он не так сложен, как некоторым кажется. Дело в том, что сами по себе игры вы скачивали и APK файлы, и соответственно кэш. Кэш вы просто скачали, распаковали, и у вас по факту на флешке, когда вы их закачали себе на носитель, у вас появляется папка с кэшем и сам по себе APK файл. Что необходимо делать с кэшем? Мы с вами будем использовать Explorer, все-таки там это более наглядно выглядит. Перейдем на наш USB накопитель, вот они игры, и куда нам необходимо закидывать этот кэш. Мы идем с вами во внутренний общий накопитель, в папку Android, в OBB. И вот именно здесь, вот именно папка OBB, именно здесь есть весь этот кэш. Отмечаем, берем этот кэш, который у нас есть, мы его отмечаем. Вот у нас есть папки с кэшем, с играми, которые мы с вами скачали и распаковали. Вам просто необходимо распаковать их до состояния папок. И просто-напросто нажимаем копировать. Обязательно проверяем, куда копируем. SD карт, Android, OBB. Именно туда. И нажимаем ОК. Происходит процесс копирования этого всего кэша внутри вашей приставки. Без этого кэша игры, которые скачаны из внешних источников, скорее всего не запустятся. Они не будут закачивать кэш, который подтягивается, если вы купили его официально. И уже после того, как вы его закачали, вы видите, что здесь этот весь кэш есть. И вам достаточно будет установить все эти игры из APK. Но переносится кэш уже только после того, как вы установили все игры из APK. То есть сначала вы устанавливаете APK, например, тот же самый Machinarium. Вы нажали установить, установили и не открывая игру, копируете этот самый... Machinarium, копируете эту самую папку в Android OBB. Это, в принципе, весь процесс установки, я думаю, не маленький, разберетесь. Проходим, резюмируем. Иногда мы, перебираем игры, готовим вам сборки для того, чтобы вы не скучали и все-таки развлекались со своими любимыми геймпадами, которые мы вам когда-то рекомендовали. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если хотите, чтобы мы продолжали, пишем в комментариях «Продолжаем». И мы обязательно будем готовить еще больше вам подборок игр. Ну и с вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.